Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Ну что, выполним преображение? Стелющаяся кутикула, влажная кожа, отсутствующие углы, короткая ногтевая пластина. Я уверена, будет интересно. Поехали! Ко мне пришла Алена. Посмотрим на ее руки. Они после снятия гель-лака в салоне красоты. Моя модель не стала их сама срывать, но один пальчик очень сильно пострадал от того, что наращенный ноготь отслоился и сошел пластом. Руки у моей модели влажные, так же как и кутикула. Стелится сильно на ногтевую пластину. Это звоночек тому, что нужно работать аккуратно, не повредив. От того, что кожа влажная, над кутикулой и на боковых валиках образуются множественные заусенцы. Поэтому нас ждет сегодня большая интересная работа. Смотрите видео до конца. Приступим. Предварительно отталкиваем кутикулу апельсиновой палочкой, раскрывая карман. Апельсиновой палочкой более безопасно, в отличие от пушера. Пушер часто может соскочить и поранить клиента. Начинаю с синуса. Толкаю и как будто задерживаюсь на несколько секунд для того, чтобы кутикула приподнялась. Дохожу до второго синуса. Кутикула уже хорошо отделилась от ногтевой пластины. Зашлифуем поверхность, подготовим ее к моделированию, к укреплению ногтей. Для этого использую абразив 180 грит и прохожу по поверхности слева направо длинными движениями. При таких ногтях самое главное – это хорошая подготовка перед искусственным материалом, для того, чтобы была хорошая сцепка. Если где-то оставить глянцевые участки, то там автоматически будет отслойка в дальнейшем. Иногда я вот так сдвигаю файл и прорабатываю уголки. Но в принципе это не критично, их можно доработать и фрезой. Поскольку кожа у моей модели влажная, я использую тальк, присыпку, для того, чтобы кожа не забивалась в насадку и обработка происходила более эффективно. Стирающими движениями наношу тальк в зону кутикулы боковых валиков, тщательно смахиваю остатки щеткой. Теперь приступаю к обработке алмазной фрезой. У меня конус со скругленным носиком. Специально выбрала для такой кутикулы, чтобы она еще больше приподнялась. И арка ногтевой пластины у моей модели плоская, поэтому не боюсь ею пропилить. Помимо этого, фреза имеет широкую рабочую поверхность, благодаря которой быстро обрабатываются боковые валики. Но многие заусенцы не срезаются, потому что кожа влажная, а насадка с красным абразивом, то есть средняя. Оставляем эти заусенцы, насильно их не перетираем, а срежем режущим инструментом. Все, что могу шлифовать, шлифовываю насадкой. И затем приступаем к срезу ножницами. У меня ножницы со скругленными носиками. Они очень плавно срезают кутикулу. Важно идти небольшими шагами. Обязательно ориентируемся на ощущения нашего клиента, чтобы не было больно. Затем я перекладываю ножницы в своей руке, таким образом, что указательный находится как бы сверху на заклепке, и прижимаю, срезая заусенец. Срезаем под самый корешок для того, чтобы он дальше не пошел. После того, как выполнила срез, зашлифую дополнительно те места, где были заусенцы, чтобы уж точно они не появлялись вновь. Если вы видите, что остались мелкие заусенцы на кутикуле, их также можно доработать этой насадкой. Либо можно взять дополнительно силиконово-карбидный шлифовщик. Теперь полностью убираем пыль из-под кутикулы, в боковых пазухах, обезжириваем ногтевую пластину. На некоторых участках видны пропилы от предыдущего маникюра. Сцепка была не очень хорошей, поэтому дополнительно наносим бескислотный праймер, который поможет ее улучшить.
качестве базы выбираю бескислотную и пластичную, для того, чтобы она хорошо амортизировала на таких гибких ногтях. Мы планируем выполнить небольшое донаращивание по воздуху, а впоследствии отрастить свои длинные натуральные ногти. У нас будет своего рода эксперимент. Сможем мы это сделать с такими ногтями или нет? Признаться, я не знаю, как будет держаться материал у модели, потому что она говорила о том, что предыдущий материал тоже начал отслаиваться. Наносим тонкую подложку и отправляем на просушку. Смотрю на длину ногтевого ложа. Будем достраивать специальным гелем. Называется Stretch от марки CNI. Этот гель абсолютно не течет. Жесткий, самый жесткий в их линейке. Отлично подходит для ремонта трещин, для достраивания углов по воздуху и для такого метода небольшого донаращивания. Вместо этого геля можно использовать полигель, но чаще всего он более пластичный и уголки могут скалываться. В этом геле, я точно уверена, работаю уже не первый год. Я как бы запечатываю натуральную ногтевую пластину. Гель у меня попадает на кожу, но в этом нет ничего страшного. Гель в любом случае отойдет от кожи. Не стоит думать, что он туда приклеится, и мы не сможем никак его отделить. Но это все сможем сделать после просушки. Я ставлю каплю ближе к свободному краю, распределяю в обе стороны, направо и налево, и затем, как по воздуху, вытягиваю гель на себя. Для этого использую кисточку-лепесток с острым носиком, чтобы просто было удобнее делать. Наношу гель по одному ноготочку и отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Затем приступаю к другому. На безымянном очень объемные валики, которые вытесняют материал, поэтому было принято решение их оттянуть и сверху накрыть лампой. Таким образом материал не будет приподниматься, будет лежать так, как нам надо, и будет заходить в точки вроста. Окончательную просушку делаем 2 минуты. После этого снимаем липкий слой. Апельсиновой палочкой отделяю материал от кожи, делаю такой карманчик. Даже если где-то немного не отделили, не переживайте. Буквально после того, как ваш клиент помоет руки 1-2 раза, материал отойдет, то есть не будет мешаться. И теперь приступаем к опилу. Так же, как мы это делаем на натуральных ногтях, боковые стенки и придаем форму. Форма у нас будет скво-овал. Она будет наиболее носибельная, чтобы уголки не ломались. Овал бы тут смотрелся, думаю, совсем как кругляшки, такие ногти были бы. Сглаживаем поверхность пилкой. Все неровности, бугорочки убираем. Здесь важно работать очень аккуратно, оттягивая передний валик клиента, чтобы не повредить кожу. Этот способ отлично подойдет и для тех ногтевых пластин, на которых ничего не держится, гель-лак постоянно скалывается. Это действительно очень классный способ. Видим, что торцы по итогу получились тонкими, такими, какими и должны быть. Если вдруг появился излишний объем, вы всегда его можете выпилить изнутри твердосплавной насадкой. Либо тонкой, алмазной, но пусть это будет не маникюрная фреза, а какая-нибудь старенькая, которой вы уже не пользуетесь, для того, чтобы прочищать птериги. Теперь выполняем выравнивание камуфлирующей базой. Основной объем материала ставим в зоне кутикулы и распределяем. Помогаю себе тонкой кистью, чтобы сформировать правильную архитектуру. И наносить будем в 2 слоя, потому что камуфлирующая база не настолько плотная, укрывистая. Сначала сделала выравнивание, а затем просто тонкий слой, как будто промазываю базой. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее. У нас получился нужный цвет, ничего не просвечивает. Отправляем в лампу на просушку, на окончательную полимеризацию и приступаем к выполнению дизайна. Снимаю липкий слой. Будем делать дизайн по просушенному материалу. На палитру наношу несколько оттенков гель-лака. Темно-зеленый,
зеленый, малиновый, розовый и топ без липкого слоя. Сначала рисуем лепесточки, прожилки, веточек сразу на всех ногтях. На самом деле этот дизайн очень простой, выполнил я его за несколько минут. Должен получиться такой немного акварельный эффект. То есть здесь нету стопроцентной четкости. Затем смешала малиновый с топом без липкого слоя для получения полупрозрачного эффекта. Наносим хаотично там, где должны быть цветочки. Дополнительно тонируем чистым оттенком малинового и розовым. У нас получается что-то наподобие розочек. В принципе, если издалека посмотреть, то это будет похоже на бутончики. Отправляем все на просушку и перекрываем матовым топом. Кстати, напишите в комментариях, как вы считаете, под каким топом лучше бы смотрелся этот дизайн. Под матовым или все-таки под глянцевым. Рассушились, снимаем остаточную дисперсию с матового и наслаждаемся результатом. Ухоженные ноготочки. Красиво обработанная кутикула, все сделано безопасно для моей модели и легкий дизайн. Понравилось преображение? Ставьте пальчик вверх. Хотите увидеть продолжение, как Алена проносила ногти? Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!